друзья! Сегодня вместе с семьей мы отправляемся в путешествие на один день. Мы едем в город Тулу. Тула – это всего 150 километров от Москвы, и это столица Тульской области. Пока мои домашние собираются, я вам расскажу несколько фактов о городе Тула. Тула известна с 1146 года, то есть первый раз Тулу упомянули в книгах, или точнее в летописях, в 1146 году, а это на 1 год раньше, чем Москва. В Туле живет почти 500 000 человек, это очень большой город. Жители города называют себя туляки или тулячки, наверное, это женское. Еще есть вариант тульчане. Вот, выбирайте, который вам нравится. Есть несколько таких символов города Тула. Во-первых, в 15 веке в Туле нашли месторождение железной руды. Рядом с Тулой было железо. Поэтому с 15 века там начинают производить разные железные, металлические предметы. Во-первых, это оружие всех видов. Во-вторых, это, например, самовары. Еще 100 лет назад в Туле было 50 заводов, которые делали самовары. Такие большие чайники, в которых кипятили воду и пили чай. И это такой традиционный предмет в Туле и в России. И третий символ Тулы – это пряник, тульский пряник. Это сладость, такое кондитерское изделие, как печенье, только которое состоит из большого количества пряностей. Корица, имбирь и разные другие травы, и мука, и сахар, и получается очень вкусное печенье, пряник. Надеюсь, мы их сегодня увидим. Тульский Кремль очень хорошо сохранился. Я думаю, что вы видели на предыдущих видео другие Кремли. Мы были в Зарайском Кремле, в Коломенском Кремле. И вот еще один Кремль, который я вам покажу, это Тульский Кремль. Сейчас мы с вами зайдем внутрь некоторых башен, а еще погуляем по стене, потому что туда пускают. Вот как устроен Тульский Кремль. Мы сейчас с вами находимся в башне Ивановских ворот. Вот здесь. На территории Кремля есть такое подворье. Подворье – это пример старого двора 17-18 века. То есть как выглядели деревня, обороняющаяся в 17-18 веке. В центре Тульского Кремля стоит Успенский собор. Белый, чистый, как на картинке, а рядом с ним стоит 4-ярусная колокольня.
и собор и колокольня были построены в 1776 году, то есть в XVIII веке. Почти на этом же месте до этого стоял старый деревянный Успенский собор, но он развалился за 100 лет, и от него остался только фундамент, где сейчас идут раскопки. Это, кстати, тоже очень интересное место. А это вещи, которые нашли на месте раскопок. Видите, здесь написано «детали ружья», то есть то, из чего состояло ружье. Это тоже оружие и воинское снаряжение. Мы небольшие фанаты военной темы, особенно сейчас. Но ближе к вечеру мы решили зайти в музей оружия, потому что это самый посещаемый музей в Туле. И, честно говоря, это действительно замечательное место. Это 3 этажа военной истории России. Экспозиция этого музея начала собираться еще при Петре I, и в нем вы сможете найти и самые древние шпаги и пистолеты, и знаменитый автомат Калашникова во всех его видах, и узнать много про военную историю нашей страны. Вы помните, что один из символов Тулы – это самовар. И если вы любите пить чай из самовара, то, конечно, нужно что-то сладкое к чаю. Тула славится своими сладостями. Это мармелад, фруктовое желе, белевская пастила – это сладость на основе фруктов и яиц. И самое главное, что она может быть совсем без сахара. И, конечно, тульские пряники. Тульские пряники. Забей, цени, думай, живи, лети. Что там еще, Олежка, написано? Тебе нравится забей пряник? Делай, живи, люби. Тула – это не только история. Приятно, что Тула развивается. Это город, который не стоит на месте. Я сейчас нахожусь на набережной около Тульского Кремля. Вот там стена Тульского Кремля. А здесь набережная и течет маленькая река. А вот здесь стоят какие-то заводы. И недавно эту набережную благоустроили. То есть сделали красивой. Когда-то здесь был абсолютный пустырь, и в эту реку сливали отходы от этих заводов. А сейчас сделали красивую набережную с вот такими красивыми мостиками, дорожками, с разными площадками и с классными скамейками, где можно посидеть у воды или даже поплавать на лодке. Приятно.
окончании видео уже записываю на следующий день, потому что мы приехали поздно вечером и просто упали спать от усталости. Мы находили 10 километров по Туле, посмотрели самые разные достопримечательности, купили себе тульский пряник, несколько. Это уже один, который остался. Все остальные мы уже съели. В общем, привезли массу впечатлений. Напишите, понравилась ли вам Тула и хотели бы вы туда съездить. Спасибо.